Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. В этом видео я сравню средние шипы от фирмы Доктор Небар. Это агрессор и КО. Оба шипа будут на губке 1,5 мм. Пробовать мы будем на двух основаниях. Сначала я поставил эти шипы и пройдемся по элементам на основании Доктор Небар Феномен. Это all-round основание, наверное, класса All Plus или Off там, с двумя минусами, то есть очень контрольное. Поставив эти шипы и понабивав мячик, немножечко поиграв, сразу же немножко чувствуется, что агрессор быстрее. Тут немножко быстрее. Не сильно, но быстрее, чем КО. Также наблюдения такие, что вот эти насечки на агрессоре, на шипе, они дают немножечко больше вращения, чем у КО. Все это мы сейчас посмотрим в элементах. Итак, начинаем с подреза. Поиграли подрезку. Какой вывод сразу приходит? И агрессором, и КО мяч летит плоский. То есть сложно им создать при игре на столе какое-то нижнее вращение. И если агрессором можно классически провести руку, и там полетит плоский мяч, то КО даже классически провести руку, мяч сразу завышается. То есть надо больше закрыть и больше толкать мяч. Возможно, и не надо подрезать этими шипами, а можно сразу толкать, разбрасывать, вынуждая соперника что-то делать. Потому что вы видели в конце, когда я подрезал КО и агрессивничал, толкал, Сергею не просто подрезать, ему было легче, может быть, накатить или сделать какой-то другой элемент. Движемся дальше, и сейчас мы попробуем накаты этими накладками. Что сказать за игру в накат? Техника игры и агрессором, и КО немножко похожа. То есть это открыть ракетку, подбить мяч, направить его вперед. Обязательно надо выполнить удар. Ни в коем случае не откручивать мяч, потому что он может сорваться. Агрессором из-за насечек немножечко делать это проще. То есть вы направили, и он летит на половину стола соперника. Но КО противник. Это не значит, что агрессор вообще не противный. И то летят мячи непростые, и от агрессора, и от КО. Но от КО по сравнению с агрессором более летят неприятные мячи для соперника. То есть такой стелющийся,
мяч, который не имеет вращения, на который надо среагировать и хочется срезать. Сейчас мы поиграем начало по подрезке. Начало подрезки. Go. Начало по подрезке при игре хоть агрессором, хоть КО, я считаю, является одним из важнейших элементов. Ведь одна из простых тактик — подбросить мяч и подать короткую, низкую, плоскую подачу. Это можно сделать и агрессором, и КО. Соперник после попытки скрутить попробует сыграть плоско, что в принципе вам удобно, и в конце концов перейдет на срезки. Просто отрезает вам, вы начинаете и будет искать шанс в контратаке. Ну, не все соперники, но частенько эти плоские подачи срезают. И вот здесь очень важно начинать по подрезке. Сразу хочу сказать, что техника непростая, несмотря на внешнюю простоту, как бы подсесть, открыть и направить мяч. Потому что здесь ни в коем случае надо не обкручивать мяч, а подбить его и только затем прокручивать. Вот. Естественно, при должной тренировке вот эта техника можно добиться довольно хлестких таких плоских ударов, вот, и даже того, что вам срезали, и вы сразу можете агрессивно, остро начать по всему столу. Но требуется определенная техническая подготовка. То есть здесь не движение вокруг локтя, потому что мяч туда сорвется, а вот именно вперед. Подсели, выбрали траекторию, открыли ракеточку и ударили, подбили, вот, регулируя еще угол. Какой-то прямо сверх разницы между агрессором и КО в начале по подрезке я не заметил. То есть техника одинаковая и там. Вот, надо просто потренироваться, изучить подход ногами, вот, и выполнять. Сейчас мы попробуем поиграть и посмотрим разницу в блоках. Three.
что разные губки, разная форма шипов, насечки, агрессор чуточку побыстрее. Вот. А в блоках глобальной существенной разницы, может быть, на основании феномен не наблюдалось. Низкая такая траектория, просто вот я поставлял, направлял, вот. И ну, мы поиграли с Сергеем, в целом он и сам сказал, что в принципе не заметил какой-то разницы в блоках. Тогда мы решили немножечко двинуться дальше, я попросил его делать не такие там простые навесные топ-спины, а как можно топ-спины более сильнее, чтобы проверить на сильных топ-спинах будет ли разница между агрессором и КО. Смотрим. Поиграли по сильным топ-спинам, но здесь разница была в том, что при игре КО все-таки легче блокировать. Мне легче, а сопернику сложнее, потому что летит сразу такой быстрый мяч, стелится, и как бы второй топ-спин вообще не просто сделать, легче срезать. И вот здесь, как я уже говорил, ключевым является начало по подрезке. После такого блока соперник вам срезает, и неплохо бы выбрать мяч и щелкнуть его в угол там, или в корпус, чтобы захватить инициативу. Агрессорам тоже, в принципе, неплохо блоковать, но мы говорим за разницу, то есть небольшая разница. Легче блоковать сильные топ-спины КО, вот. Возможно, на этом основании, на феномене, вот. Но как бы то ни было, мне было комфортно блоковать, а Сергею было некомфортно вращать. По агрессору надо было чуть-чуть внимательнее смотреть, вот, а Сергею было проще. То есть такой вот вывод. Сейчас мы поставим второе основание, более быстрое, это джекпот, это основание класса OFF, и посмотрим, как ведут себя эти шипы на более быстром основании.
Конечно же, игра на быстром основании сразу повышает требования к технической оснащенности игрока. То есть чуть руку не довели, не там сыграли, мяч может сорваться, улететь за стол. Поэтому техническая подготовка, тренированность, конечно же, необходима. Ну, неважно, играете ли вы шипами или гладкими накладками. Взять ту же мировую десятку. Вот, игроки играют на высочайших скоростях с применением не менее высочайшей техники. Вот. Так же самое здесь, когда ставите такое сочетание, все-таки и агрессор, и КО, это немедленные шипы, даже 1.5, довольно приличная скорость. Вот. И ставите на, пускай основание off плюс, то сразу же очень важно четко понимать, куда вести кисть, как двигаться предплечьем и куда направлять мяч. Безусловно, если вы игрок, который любит всегда играть остро, непрерывно атакуя и давя соперника, возможно, эти шипы не совсем подойдут для такой игры. Вот. Если же вы любите играть в теннис как в шахматы, то есть продумывая, хитря, где-то атакуя, где-то играя пассивно от обороны, где-то контр-атакуя, то, конечно же, и агрессор, и КО придутся вам по душе, потому что в зависимости от соперника можно полностью выбирать тактику. Можно оборона там блоками, можно давить плоскими ударами, можно просто разбрасывать по углам, то есть различные наборы тактик. Подведем окончательные итоги между двумя накладками КО, агрессор в одинаковой толщине 1,5 мм. И для подведения я решил спросить Сергея, который был с той стороны, какие ощущения, когда мячи летят разные от агрессора, КО. Начнем с накатов. Что все-таки в накатах, какая разница? Да, они довольно-таки похожи между собой, но КО летит более плоско и более неприятно. Но потренировавшись, можно к этому привыкнуть. А агрессор, им можно давать то плоско, то придавать вращение, и порой это незаметно. И часто можно ошибиться в сетку и за стол, и даже не понять почему. Я заметил, в принципе, при игре, мне кажется, что видно, когда я даю вращение, но на самом деле, видите, со стороны не всегда видно, что мяч чуточку крутится и может улететь за стол или сорваться в сетку, если плоско надавить. Хорошо, а при блоках, ты делал топсы и слабые, и сильные, какая разница в блоках? КО, агрессор? В блоках очень похоже, но КО, мне кажется, более по низкой траектории летит. Но зато агрессор, мне кажется, проще попасть в этот. Когда ты делал сильный топ-спин, блоки от агрессора, КО, была ли там разница? Нет, довольно-таки очень похоже летит, но КО чуть ниже. Хорошо. А контратаки? Когда ты делал топс, я делал навстречу накат агрессорам, навстречу накат КО, что ты можешь сказать? От КО, опять же, все-таки немножко площадь, летит по более низкой траектории, а агрессор как-то... от КО получается более неприятно. Более неприятно. Более но неприятно. Агрессор более стабильный. Вы знаете, мнения где-то совпадают, то получается удобнее мне играть, порой агрессора больше контроль, и удобнее получается на той половине. КО надо следить за углом, надавливать, и, соответственно, мячи прилетают более неприятно. Можно ли даже так сказать, что КО можно одним мячом сразу захватить инициативу и выиграть? А агрессором можно как одним мячом, так и где-то на длительную игру. Но тут следует добавить, что, естественно, все зависит от тренированности. При определенной тренировке можно и КО варьировать, различные вращения, возвращать. Хорошо, но что бы ты себе поставил? Агрессор, КО, как ты? Я бы поставил, наверное, себе агрессор, потому что я бы не справился с КО. На этом все, дорогие любители настольного тенниса. Увидимся в следующем видео. До новых встреч!
Хорош. Wow.